Логбит кидалы, мошенники. Давайте разберемся, за что получил статус кидала Логбит. Я заранее оговорюсь, я против деятельности любых вирусов-вымогателей, и в видео мы только рассматриваем ситуацию, в которой самый крупный и известный вирус-вымогатель был обвинен в мошенничестве и был забанен, что, конечно же, нанесло непоправимый репутационный удар. 29 января 2024 года на форуме, который мы не называем, но многие его узнают по дизайну, в общем, пентестер с ником Мичон создал арбитраж, то есть оставил жалобу на Логбит. Можете поставить на паузу и ознакомиться со всей перепиской, которая перед вами. Тезисно суть истории. Мичон, это пентестер, он добывает доступа, отдал Логбит доступ в сеть с правами доменного администратора, без каких-либо предварительных условий. Логбит с радостью же принял доступ и начал по нем работу. Работа Логбит заключается в том, что они шифруют сеть своим вирусом-вымогателем, скачивают ключевую информацию, так называемую дату с корпоративной сети, и далее вымогают деньги за расшифрование файлов, а также ставят ультиматум, что если они не заплатят, они опубликуют скачанные данные. После самой передачи доступа Мичон, истец, сказал, что хочет деньги за доступ, который он дал, но Логбит ему ответил, что никаких денег он не получит, пока Логбит не заработает с этого доступа деньги, то есть пока сеть не заплатит. И Мичон решил, что он получит не фиксированную сумму, как он хотел вначале, а получит процент от прибыли, которую получит Логбит. На вопрос, какой он получит процент от прибыли, Логбит ему ничего не ответил, и ответил лишь «потом решим, если что». Сама переписка перед вами. После того, как был открыт арбитраж на Логбит, последний, то есть Логбит, сообщил, что он не будет вообще ничего платить за то, что Мичон вывел ситуацию в публичное пространство, и еще дополнительно очернил репутацию и пояснил ситуацию, как он ее видит, а именно, Логбит планировал заплатить по цене рынка за доступ, то есть не процент от выплаты, а фиксированную сумму, которая при этом не была оговорена. При этом нужно понимать, что платить он бы стал только после того, как сам получит деньги от сетки, имеется в виду доменная сеть крупной компании. Эти условия однозначно выгодны только Логбит и не выгодны Мичон, но по сути Мичон сам виноват, что конкретно не обсудил эти условия перед тем, как передавал доступ. Первое сообщение по существу как раз перед вами. После чего Мичон сообщает, что он неоднократно пытался договориться с Логбит о условиях его процента, но его Логбит игнорирует. Переписка перед вами. Какая же сумма сделки? В самом арбитраже никаких конкретных цифр нет, но на мое субъективное мнение речь идет о 16 миллионах долларов, так как Логбит упоминает сумму 4 миллиона долларов, что именно столько хотел Мичон, и также в переписке будет упомянут процент, который хотел Мичон, то есть 25%. То есть 25% от 16 миллионов это и есть 4 миллиона. Переписка непосредственно с суммами и процентами перед вами. Далее наблюдаем ситуацию, когда практически все пользователи форума становятся на защиту Мичон и осуждают действия Логбит. Переписка перед вами. Далее Логбит дает пояснение, что ни о каком проценте речи не шло, и он работает только так, как выгодно ему. Видим соответствующее сообщение на экране. После сообщения Логбита о том, что ни о каком проценте речи не шло, Мичон выкладывает полную переписку с самого начала. Переписка от 12 декабря 2023 года. Пользователи однозначно начинают поддерживать Мичон. Их посты я не комментирую. Ставим паузу и читаем, если интересно. И Логбит отвечает, что
То, что Мичен хочет процент, это его личные проблемы и ожидания. Мичен теперь ничего не получит и при этом оставляет хороший отзыв о работе с самим Миченом. Далее без комментариев посты в поддержку. Ниже Мичен поясняет за большую сумму выплаты и опять же поддержка от пользователей. И далее Мичен выкладывает еще одну порцию логов, то есть переписки, и конкретно цитирую: «Он готов заплатить за все, кроме первого доступа. В этом моя основная претензия. Он утверждает, что первый доступ я ему должен продать, так как я этого хотел, по его мнению. Если он платит за доступ, после того, как он заплатил, то и цена должна отталкиваться от выплаты, которую он получил». В переписке обсуждается процент сотрудничества Мичен и Lockbit. Видно, что сам Lockbit не против платить процент за будущие сетки, но не готов платить за предыдущую. Далее комментарии от пользователей. Ниже ответ от Lockbit, в котором очередной раз сообщает о том, что договора о проценте и не было. Не было никакой конкретной цифры, а условия работы были и будут те, которые определяет Lockbit, так как никаких условий сам Мичен не выдвинул. Далее Мичен ответил на сообщение Lockbit, по сути повторяет все ранее сказанное. Lockbit ничего нового не сказал, продолжает стоять на своем. Никаких условий от Мичен не было, значит условия его. И вообще он не кинул Мичен, а Мичен пытался развести его на процент. Комментарий от пользователей в пользу того, что Lockbit давил на Мичен, подгоняя его и выпрашивая доступа. Ниже Мичен выкладывает часть переписки, где сам Lockbit уже ведет разговор о проценте. Последовал пост Lockbit, в котором дал ответ на все вышеуказанные комментарии других пользователей. Пост отмечен с пояснениями для пользователей его ожиданий и тех условий, которые обычно на рынке продажи доступов действуют. А именно, никто не покупает доступа после того, как они принесут прибыль, то есть либо фиксированная сумма сразу, либо процент от прибыли. Lockbit же предлагает и навязывает третий вид, то есть оплата после прибыли, но не процент от прибыли, а фиксированная цена, как если бы это было бы за доступ сразу. То есть максимально выгодные для себя условия, в которых у него нет никаких рисков. Ниже я объединил несколько постов Lockbit в один. Понятно, на что и как он отвечает. Ответил людям, что он работает так, как хочет, на условиях выгодных только ему, а не кому-то другому. И вообще не считает, что кинул человека, а человек хотел развести его, но у него не вышло. Объясняет свою позицию, работает так, как выгодно ему. Наконец-то в разговор включается администратор форума, который поясняет, что вообще на форуме запрещена ранцом тематика, то есть вирусы и вымогатели. Но раз уж ситуация случилась, то рассмотрит ее. Жалуются на то, что нет никакой конкретики в условиях сделки, то есть ни одна сторона ничего конкретного о суммах и процентах не говорила.
и принимают решение обязать Lockbit выплатить вместо 25 желаемых процентов 10% Мичену и дает на выполнение решения сутки. После поста админа Lockbit выдает лонгрид с логами переписки. Из интересного для меня Lockbit тыкнул админа в то, что он до этого 3 года не замечал того, что на форуме есть и занимается он ранцомом, то есть вирусы-вымогатели, хотя эта деятельность официально запрещена. А только сейчас вспомнил это. Мичен ответил, что заранее уведомил и предупредил Lockbit о том, что открывает арбитраж, и на тот момент Lockbit был не против. Админ поясняет дополнительно свое решение. Мичен еще раз сообщил о том, что предупредил заранее и согласовал с Lockbit'ом арбитраж на форуме. Lockbit же стоит на своем и говорит, что решение не меняет, платить он не будет, так как это принцип, и ранее не было никаких договоренностей о процентах. Администратор высказал свое объективное решение. Далее Lockbit еще раз говорит о том, что не заплатит ничего, потому что переписку слили в паблик, а то, что Lockbit якобы дал согласие на арбитраж, он имел в виду приватный арбитраж, а не открытый арбитраж на форуме. Финальное решение – бан. Статус кидалы Lockbit. Каково же мнение сообщества? Мнение сообщества 45 лайков и 1 дизлайк. Как вы считаете, правильно ли поступил админ? Справедливое ли это решение? Напишите ответ в комментариях. Если вам нужна полная текстовая переписка, по которую я листал на видео, переходите в мой Telegram, там будет лежать файл. Должен оговориться, что некоторые сообщения были мною упущены, поэтому далее будет полный текст всех сообщений в теме.